Добрый вечер. В эфире Forbes Education. Я Юлия Черепанова. Мы продолжаем говорить о креативном образовании в разных странах. На прошлых эфирах мы обсудили творческое образование в Великобритании, США, Канаде и Италии. Записи этих эфиров вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Сегодня мы поговорим об одном из самых востребованных направлений, креативных направлений – дизайне текстиля. Со мной в студии эксперт моды, дизайнер одежды, член Союза дизайнеров России Таша Строгая. Добрый вечер всем. Рада всех приветствовать на нашей встрече. И известный российский модельер, член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России, заведующий кафедрой дизайн-костюма РГУ имени Косыгина Сергей Сысоев. Добрый вечер. Таша, Сергей, спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Таша, я бы хотела первый вопрос задать вам. Давайте. А что такое текстильный дизайн и где он используется? Ответ на самом деле будет очень простой, с одной стороны развернут. Текстильный дизайн – это все, что связано с текстилем, это все виды тканей. Это не только мода и не только одежда. Текстильный дизайн – это и постельное белье, это и шторы, это украшения интерьера, это обивка мебели, это обивка салонов автомобилей, это какие-то технические ткани и, безусловно, конечно же, ткани, которые используются для моды, для одежды, для фэшн-индустрии, конечно же, тоже. И у всех, когда говоришь текстильный дизайн, все воспринимают это как просто ткань. А ткань же бывает разная, разного назначения и разные функции несет. Вот по сути своей текстильный дизайн – это все, что связано с тканью. Она может быть декорирована, она может быть не декорирована, у нее может быть разные переплетения, у нее может быть разный состав и так далее. Все вместе, в комплексе это можно было бы назвать текстильным дизайном, ну, если говорить одномоментно. То есть сферы применения, они очень разные и очень широкие на самом деле. Сергей, на ваш взгляд, тренды в текстильном дизайне, как они отражаются в нашей повседневной жизни? Ну, мне кажется, они отражаются вся наша жизнь — это определенный тренд. Он действительно может быть выражен очень активно, может быть менее активно, но какой вопрос-то еще раз? Я в своих мыслях. Мы все сейчас готовимся к показу. В Москве начинается неделя моды. Мы все в своих мыслях. Что спросили? Тренды в текстильном дизайне, как они отражаются в нашей жизни? Они отражаются в нашей жизни в той продукции, которую мы производим, мы или не мы, да? Вот, поэтому я имею возможность производить не только одежду, да, но и предметы для дома, постельное белье, столовое белье. Поэтому, как они отражаются? Так и отражаются. Дизайнеры создают некий тренд, и дальше они вот эту свою концепцию продвигают во всем, начиная от одежды и заканчивая интерьером. А что первично, мода или текстиль? А я бы не разделял. Мода — это такое общее понятие, которое отражает и мода, она есть и в текстиле, мода, она есть в мебели, мода, она есть в образе жизни, в путешествиях, во всем. Если говорить, что первично при создании, например, платья, да, то здесь бывает абсолютно по-разному. Изначально может дизайнер отталкиваться от ткани, потому что вы вдохновили те художники, которые создали определенные принты или красивейшие какие-то жаккарды, либо дизайнер моды задает текстильному дизайнеру воплотить ту концепцию, ту идею, которая близка именно дизайнеру, художнику костюма. То есть бывает по-разному. Я за то, чтобы и мне интереснее работать как дизайнеру, который создает сначала материал и потом из него создает объект, воплощает в материале задуманное. Я абсолютно согласна с Сережей, что разные существуют позиции, точки зрения и ситуации, но по сути своей давайте разберемся. Если говорить в глобальном производстве, если говорить про фэшн-индустрию, да, что первично? Но по сути своей тканевики, да, будем честны, за много-много сезонов до говорят, какие будут ткани, они предлагают их на выставках, они предлагают цветовую гамму. Да, безусловно, как говорил Сережа, можно и создавать принты, и создавать ткани под коллекцию конкретно, но по сути своей они нам сначала предлагают свои идеи.
И потом, когда ты создаешь коллекцию, ну, я как дизайнер работала порядка 12 лет, то есть я создавала коллекции одежды, у меня свой дом моды был, я эту как бы историю хорошо знаю. То есть понятно, что можно создать эскиз, понятно, что можно придумать идею, понятно, что можно придумать идею всей коллекции, чем-то вдохновиться, но потом ты упираешься в то, что тебе нужно закупать ткани. И ты смотришь, что предлагают разные фабрики, какие они предлагают принты, рисунки, качество и тому подобное. Повторюсь, ты можешь разработать свой рисунок, подходящий под эту коллекцию, и как бы внедрить его. Но по сути своей, ты, если ты хочешь масштабироваться, ты выбираешь из того, что базово тебе предлагают, да, и уже из этого делаешь заказы, а потом уже отшиваешь, потом уже примерки и так далее и тому подобное. Поэтому я абсолютно согласна с Сережей, бывает так, бывает так. Все дизайнеры работают по-разному. Кто-то свое творчество и вдохновение переносит на ткань, придумывает принты, и тем самым делает коллекцию вообще уникальной. А кто-то работает, когда он видит уже ткань, ей вдохновляется и дальше начинает создавать коллекцию. И так может быть. Сергей, а вот появляются ведь новые технологии, наверняка ткани сегодня очень сильно отличаются от того, какими они были 20-30 лет назад. Это как-то влияет на тренды в моде? Ну, конечно, сейчас в моде главное экспериментировать, в моде главное концепт. То есть, например, мои студенты в университете, они все-таки учатся на экспериментальной программе. То есть это всегда эксперимент. Это, если раньше, например, дизайнеры могли вдохновиться каким-то художественным произведением, картиной, я не знаю, там, увиденным фильмом, какой-то эпохой, то сегодня им нужно что-то сказать. То есть у них какая-то есть, там их волнуют вопросы экологии, вопросы будущего, да. Вот, поэтому, конечно, сейчас время экспериментов. Если у нас есть возможность показать там вот первый слайд, то вот моя последняя коллекция, она построена как раз на экспериментах с материалами, да. Вот вы видите, здесь, ну, как бы такое, ну, как бы научная мода, не побоюсь вот такого словосочетания, когда я обратился к известному нашему химику, академику Александру Михайловичу Андреевскому, и мы создали вот эти принты, которые большей частью называют как эффект тай-дай, на самом деле это не совсем так. Вот эти вот технологии уникальные, которые позволяют трикотажные полотна и ткани сначала окрашивать, потом отбеливать, одновременно окрашивать в другие цвета, то есть сложная технология. Но что на выходе я получаю? Я получаю серию одежды, в которой, например, 3 одинаковых джемпера 44 размера, выкроенных по одним лекалам и в одной цветовой палитре, но они все будут разные, потому что вот эти пятна, они расположены по-разному. И здесь есть возможность у человека подобрать свой, ассоциировать себя с какими-то вот этими пятнами, включая даже, ну, как бы какую-то комплементарность, да, кому-то нужно там красное к лицу, синее, там к боку, условно говоря, да. Вот, то есть серия, но каждая вещь индивидуальна. А индивидуальность, она сегодня, наверное, самая важная. Слишком много одежды, да, но вот этот вот эффект, это абсолютная научная мода, и я очень доволен вот таким экспериментом. Вам есть что добавить про тренды в текстильном дизайне? Вы знаете, сейчас, Конечно, очень много работают над созданием 3D-эффекта, объемного эффекта ткани. Есть такая дизайнерская компания, дизайнерский бренд Iris Van Herpen. Да, они создают вот этот эффект 3D-ткани, ткани в объеме, очень необычные, которые притягивают внимание. Ну, конечно, мода не стоит на месте. Конечно, вот то, что Сережа рассказал, это уникально, да, и вот эта возможность, когда у тебя есть выбор, казалось бы, ты покупаешь вещи, они похожи, да не похожи на самом деле, у каждой есть своя фишка. А сейчас, с одной стороны, все очень унифицируется, все становится очень простым и понятным, в моду приходит более понятный, ну, спокойный стиль, но люди хотят одеваться и выглядеть индивидуально. И, конечно, текстиль им в этом помогает, когда есть вот такие вот ситуации, когда можно вроде как и похоже, но в тот же момент что-то свое, что-то необычное. То есть может быть простой крой, но все-таки когда текстиль, когда ткань, когда принт, когда рисунок необычный, индивидуальный или какой-то такой вот запоминающийся, это очень классно и очень круто. Это действительно за этим будущее. Я бы даже добавил, что вот эти вот интересные переплетения и вот эти все эффекты, они даже создаются сегодня, ну, как бы более любимы именно в трикотажных полотнах, потому что это комфорт, это дома или не дома, но именно в трикотажных. Ну, трикотаж тоже текстиль, да. Это другие переплетения, которые дают возможность нам, как бы, ну, свободнее себя чувствовать, быть более расслабленным, потому что напряга много везде.
Вот, поэтому такое обилие может быть какой-то спортивной одежды, там, худи, толстовок и так далее. Но опять, как только это становится унифицированным, значит, это нужно как-то красить, надо сделать более индивидуальные какие-то варианты. А на ваш взгляд, нужно ли изучать текстильный дизайн человеку, который хочет стать модельером? Но мне кажется, это невозможно стать модельером, не изучая текстильный дизайн, даже не столько дизайн, а, наверное, как бы технологии и возможности, которые можно дизайнерски воплощать. Поэтому я такой очень практичный человек. Я считаю, что любой дизайнер, он должен понимать, что возможно, что можно делать и что нельзя. Только изучив, что можно делать и какие возможности есть, настоящий творческий человек может выдать что-то новое. Это я объясняю там своим студентам, всем людям, которые у меня работают, что мы должны сначала знать, и потом, только знаем, мы можем предложить что-то новое. Таш, на ваш взгляд, где лучше учиться текстильному дизайну? В России или за рубежом? Ну, я как человек, как патриот скажу, конечно же, у нас прекрасное образование. Я сама закончила Академию легкой промышленности, Государственную академию легкой промышленности, но это было энное количество лет назад, да, достаточно давно. Мир не стоит на месте, все развивается. Давайте будем объективны и честно посмотрим, как развита индустрия моды в нашей стране. Индустрия — это все, это и ритейл, и производство, и так далее. И как это развито в Европе, в Америке, на Западе. Конечно, там больше возможностей, конечно, там больше перспектив, конечно, там дольше существует это образование, этот уровень образования. Но что нужно для того, чтобы учиться за рубежом? Знать язык. Если вы не понимаете элементарно по-английски, желательно еще и по-французски, да, если вы не можете свободно общаться, как вы там будете учиться? Это вообще в принципе умение говорить на иностранном языке, ну в данном случае английский, конечно, более универсален, это просто необходимо для того, чтобы развиваться, для того, чтобы общаться с коллегами, да, для того, чтобы читать, получать информацию. Причем не просто английский язык, да, не просто иностранный язык, а желательно, если вы подразумеваете, что вы едете туда учиться, все-таки погрузиться в специфику профессии, да, определенные слова выучивать, которые потребуются, определенные термины, то есть уже ехать подготовленным. Без языка сейчас учиться за рубежом, ну что, ты приедешь, по-русски тебе никто преподавать не будет. Конечно, там больше вариантов для образования. Уже так исторически сложилось. У нас вот есть в Москве то, что мы говорили, университет дизайна и технологий, Косыгинский, текстильный, да? У нас есть легкой промышленности, у нас есть Омский был прекрасный и так далее. Они разные есть. Но если мы сравниваем с Европой, с Америкой, там выбор колоссальный. Там вариантов гораздо больше, и возможностей гораздо больше. Возможностей потом для развития, конечно же, больше, когда ты заканчиваешь. Возможностей внедрения непосредственно вот в индустрию, связанную с текстильным дизайном, в том или ином направлении. Но язык нужно знать. Вы говорите, что в России не очень хорошо с текстильной промышленностью дела обстоят. Предположим, студент поехал, получил это прекрасное образование за рубежом, потом вернулся с ним. И как ему себя применить, если у нас нет развитой текстильной промышленности? Ну, смотрите, за время пандемии мир очень изменился все-таки, да, сколько, год-полтора мы были в этом каком-то таком онлайн-формате, изоляции, очень многие контракты, договора, поставки встали именно из-за того, что везде локдауны. И это, как это ни странно, способствует местному собственному производству. Я абсолютно уверена, что сейчас будут развиваться небольшие фабрики, небольшие производства, потому что связаны с текстильным дизайном, связанные там с принтом, связанные вот с этим вот развитием. Да? Ну, он может поехать, студент, поучиться там, остаться там работать или вернуться сюда и заниматься здесь ритейлом, заниматься здесь частной практикой, работать в частных компаниях. Повторюсь, да, у нас выбор не такой большой, конечно же, как на Западе, но тем не менее он есть, и чем дальше, тем больше будет развиваться. Потому что вот когда во время локдауна поставки из разных стран затягивались на месяца, просто сложилась уже такая ситуация, что нужно хоть и небольшие, но местные производства, местная промышленность в разных направлениях, и в текстильном дизайне в том числе. Потому что невозможно, знаете, нужно шить одежду, ты не можешь ее ждать по 8 месяцев ткань, просто потому что все закрыто, потому что везде локдаун. Да, ты все равно должен работать, развиваться, поддерживать свое производство и так далее. Поэтому все равно перспективы есть. У меня есть мой ответ. Я считаю, учиться надо там, где ты планируешь работать. Ну, наверное, в поддержку твоих слов. Да, да. Вот, потому что язык сегодня не такая большая проблема для молодых людей. Для молодых, вот это ключевое, что ты сказал. Вот, да, учиться надо всегда, понятно, и нам тоже.
Тем не менее, мы же больше как бы на молодежной аудитории, да, мы хотим быть полезным им. Вот, поэтому я всегда говорю, чтобы выбрать, где учиться, ты должен понимать, где ты хочешь работать. И второй момент, у кого ты хочешь учиться. То есть сегодня важно, и эта возможность есть, важно учиться у профессионалов. Настоящий профессионал — это практики. Вот, поэтому если говорить там о Европе, о Соединенных Штатах Америки, я бы рекомендовал брать какие-то как бы курсы, да, но вот высшее образование получать в стране, выбирая своих наставников. Потому что если ты хочешь работать в России, то, конечно, ты должен учиться у профессионалов, которые уже работают в индустрии в России. В ней есть сложности, их немало, но в ней столько плюсов. Мы, в конце концов, перестаем быть уже просто рынком сбыта, мы начинаем быть снова, как в советские времена, производителями прекраснейшего продукта. Какие направления текстильного дизайна востребованы в России? Любого. Интерьерного и, конечно, костюма. Так, как любят одеваться российские женщины, да и мужчины, чего греха таить, могут с нами, может быть, поспорить только итальянцы. Поэтому у нас переизбыток дизайнеров. Основная, наверное, проблема в образовании, вообще в индустрии, что мало вот тех, кто идет за дизайнером, технологов, текстильщиков, да, как в костюме, там, конструкторов, да, тех же самых химиков, да, там про 3D какое-то моделирование, да, мы сегодня говорили. Хотя вот если вы покажете слайд, наверное, номер два, даже когда еще там лет, наверное, 10 назад вообще мало говорили о 3D-моделировании, все равно с помощью текстиля, с помощью тканей я уже создавал вот эти крупные цветы розы из того же самого полотна, из которого шились платья. То есть вот это вот декорирование, и оно распространяется во всем. То есть сначала ты можешь в этом платье выйти куда-то в свет или на свой праздник, но потом вот эта роза, она прекрасно живет в спальне, там у кого-то, я видел у клиенток, заколоты на штору, например, да, или просто красиво лежащие где-то. Поэтому учиться лучше здесь. Я всегда считаю, что ограниченность в чем-то побуждает тебя изобретать что-то новое. То есть, когда вот у меня даже есть определенные упражнения, да, когда я там даю какое-то задание, вот нужно что-то нарисовать, и потом там даю определенные цвета, и потом я в наглую забираю там 3 карандаша, и вот выкрутись, доделай вот этот модельный ряд или что-то. Вот эта стрессоустойчивость, которая есть у российских людей, как бы исконно, исторически, она позволяет рождать какой-то вот новый продукт. Поэтому есть у тебя вот небеленое полотно, ты можешь сделать прекрасную розу, да, либо ограниченность в чем-то, она позволяет тебе что-то выдать новое. Поэтому и программа моя называется «Механизм создания коллекции», потому что в России он уникальный, этот механизм. Подожди, вот смотри, если ты уезжаешь учиться на Запад, давай будем честными. Вот ты там учишься, но там же перспектив, если ты остаешься, чтобы тебя заметили, чтобы твои коллекции пришли на дипломе, посмотрели, чтобы тебе там устроиться на работу, просто элементарно мест, где это сделать, больше, согласись. Примеры, хорошо. Успешные. Успешные примеры, Да. которые наши уехали и остались там. Рубчинский. Что ты сейчас будешь спорить, что он не стал мировой знаменитостью? Нет, конечно, стал, безусловно, но не за счет как бы креатива. Даже давай так, не какие-то вот такие, чтобы прям имена звучали. Люди же остаются, закончив там обучение, остаются, идут ассистентами, начинают прям с азов подниматься, понимаешь, в разные дома моды устраиваются, начинают стажироваться, начинают приходить стилистами по чуть-чуть, постепенно. Там же тоже эти перспективы есть. Со знанием языка, безусловно. Нет, конечно, есть. Я же как бы не спорю. Если человек определился, что вот он хочет быть реально, жить и работать там, ему там комфортно, пожалуйста. Но мне кажется, нам комфортно там, где мы Богом рождены, где вот мы поселены, вот тут как бы круче. Где родились, там и сгодились. Да, где родился, там и пригодился. Да. Потому что вот эта вот сказка за какой-то там вот интересной жизнью куда-то, она как бы не про меня. Я вообще считаю, что настоящий как бы художник, он должен здесь, куда он помещен, в какую среду, он здесь должен мир вокруг себя раскрашивать
делать его красивым. Ну, согласна с тобой. Вот, это моя позиция, могу быть абсолютно неправ, ты можешь чувствовать, что ты так нужен во Франции, вот, ты нужен, тебе нужна Франция, я бы так зачем сказала. она мне нужна? Мне не нужна, то есть я очень Мы с тобой консерваторы, мы с тобой так немножечко old school чуть-чуть. Нет, ну как бы, ну просто я себя никогда не видел на Западе, хотя приглашения были, но это все равно вторые роли, здесь я могу быть первым. И мне кажется, вот эти вот амбиции быть первым в своей стране, служить вот своим женщинам, мужчинам, которые вот тебя окружают, да, мне кажется, это, ну, как бы это круче. И тогда учиться нужно у успешных людей здесь. Конечно. Вот. Ну, к сожалению, была вот эта наша печальная история, да, когда у нас одна система поменялась на другую, но все налаживается, меня это очень радует. И вот даже на моей магистерской программе, это же магистратура, поэтому это студенты из разных вузов. Вот ты Омскую школу назвала, Ивановская школа какая очень классная, люди там из Прибалтики, из Индии, из разных стран приезжают в Россию. Вот, и мы экспериментируем, и все вместе, и можно учиться друг у друга даже, да, получив разные школы. И у наставника, который, ну, моя основная задача — помочь им в этой среде реализоваться, быть успешным и зарабатывать деньги, потому что, творя красоту, мы же должны еще и зарабатывать этой красотой. Абсолютно согласна. Здесь интересный вопрос. Вы говорите о дизайне текстиля как о творчестве, но ведь там есть большая часть технологий. Конечно. На каком уровне развития в России находятся эти технологии, и можно ли им здесь учиться? На невысоком учиться можно. Вот технологии, подождите, сейчас, значит, технологии. Давайте я вам сейчас покажу, например, слайд 5, пожалуйста. Технологии. Значит, вот на слайде слева вы видите девушку, несущая поднос, вот, которая в синей блузке и серые тюльпаны у нее на белой юбке. Вот это тюльпаны, которые были, ну, как бы методом печати нанесены. То есть это ткань, которую я присмотрел в Генуе, купил этот рулон один, отправил его в Москву, вот он меня очень впечатлил. Но потом, чтобы сделать это индивидуальным, хотя в Москве не было этого рулона ткани ни у кого из дизайнеров, я, вот видите, делал обводку вручную. То есть вот этот эффект я как бы сам придумал. Тут нет никакой гениальности, но это, ну, как бы это интересное творчество, которое тоже стало как бы коммерческим. На платье рядом, на черном, вот эти тюльпаны, они рисовались мною уже по готовым платьям. Вручную. Да. То есть, конечно, есть технологии, но есть и ремесло. Никто не отменял там тренды типа артизан и прочих ручной доработки, ручного декорирования и так далее, что сегодня как бы, ну, более актуально, да. Вот, поэтому я беру смело, рисую, там, не зная, может быть, каких-то текстильных новых там технологий, но я беру кисть, текстильные краски и расписываю свои платья. И убеждаюсь в том, что это можно делать серийно, ну, при моем небольшом производстве, да, это можно делать тоже серийно. И, например, третий лук на этом слайде, то же самое, вручную расписанные тюльпаны, но мы видим, что вот эта концепция, она распространяется как на костюм, так и, например, на жестовские подносы в коллаборации вот, с фабрикой народных художественных промыслов Жостова, что говорит о том, что дизайн и мода, она как тренд охватывает сразу все сферы деятельности. То есть это может быть и платье, и поднос, и следующий слайд, если мы посмотрим. И даже мебель. То есть это, в принципе, единый принт, такой как бы вдохновленный фламандской живописью, но это может быть и шторы, и стул в одном бархате, понятно, и в костюмной ткани это может быть и мужской пиджак, и платье. И следующий слайд. И вот, например, пример, да, то есть если, например, это даже было где-то за год до пандемии, да, когда мне почему-то захотелось закрыть масками лица, и вот этот принт вот этого старинного гобелена, вот эти коврики с оленями,
обивать ими стулья, печатать его на трикотажных джемперах и платьях. Что говорит о том, как бы вот о единой концепции. Но в пандемию я понял, что если люди не хотели одеваться нарядно, им было это как бы вот ни к чему, но они покупали стулья, потому что им вот эту атмосферу уютного домашнего очага здесь, в своей стране, слава богу, что мы у себя никуда не уехали, не работаем, не учимся где-то там, а мы здесь сидим в красивом интерьере, с красивой посудой. Потому что дизайнер моды, он как бы, его творчество распространяется, наверное, как у единственного не только на текстиль, костюм, но и на посуду, на запахи, на мебель, на все. Вот, поэтому я как бы транслирую вот эту историю своим ученикам. Давайте подключим к нашему разговору представителей лучших британских и американских университетов. С нами на связи Marcia Weiss, директор Центра моды и текстильного дизайна Jefferson University. И надо сказать, что текстильная программа Jefferson University считается лучшей в США. Hi, Marcia. Также с нами на связи Холли Fulton, ведущий британский дизайнер, руководитель направления моды в Cambridge School of Visual and Performing Arts. Hi, Holly. Hi, lovely to see you. Thank you so much for joining us today. Поясню, что часть нашего разговора сейчас будет проходить на английском языке, но мы еще вернемся к русскому. So, Marcia, Holly, my first question to you concerns possible applications of textile design. So, what are they? Marcia, could I address this to you first? Certainly, thank you. So, as we know, textiles are everywhere in our world. They are throughout our lives. Certainly, we wear them for fashion, but we also have them in our automotive interiors. They exist in our homes as upholstery fabric, as rugs, carpeting, wall coverings, sheets and towels, bedding ensembles. These textiles exist throughout our lives. They're a normal part of our day-to-day living. And textile designers create all of these. They could also be implantable, biomedical textiles. So our textile designers pursue careers in color and trend forecasting, in material development, in product development, textile development, concept development, so many avenues, certainly for fashion, but also many other options beyond. Holly, you mostly deal with textile design and fashion. So what's the role of textile in the fashion industry? Yeah, I mean, fashion and textiles are really sort of inextricably linked. It's become a real sort of trend in the last I'd say the last 5 years for fashion designers to really develop their own unique approach to textiles, which has become a huge signature and a USP of their brands. So a lot of designers are really kind of starting out from a textile background rather than a fashion design background. And it's kind of shifted a little bit of the sort of traditional approach, if you like, to fashion, certainly within the UK and the UK education sector. We've seen a lot of designers kind of use print as a very strong vehicle and also embellishments. And now sustainability is forming a very key part of how designers are approaching that with a view to textiles, really considering their responsibility as designers to the planet and the environment, and how they can sort of use conscientious textiles, if you like, within their work, which give them, I suppose, a strong selling point with regards to a conscientious consumer today. Thank you. So, Marcia, talking of textile design in general, not only in fashion industry, what specialities do you expect to be in high demand in, say, 5 to 7 years' time? Thank you. And this actually touches on what Holly just mentioned. We see such great interest in true sustainability, but also in circular design. So thinking about the entire life cycle of a product, from the initial sourcing of the fibers all the way through the textile and through the product, whether it's a fashion ensemble or furniture for one's home. So certainly the emphasis on circular design is incredibly important. And as part of that, our students are very interested in material innovation and the possibilities that surround how materials are created and selected with a thought toward carbon footprints.
In our conversation here in the studio prior to moment when you joined, we were discussing that in Russia we are very creative, but we are not very good at technology. So how important is technology in textile design? And well, can you do textile design with your creativity only? Thanks. Holly, do you want to start that, or do you want me to start it? I don't mind. You can go first. Okay. Well, so for us, our programs at Jefferson, both at the undergrad and the graduate levels, are very much a merger of creativity, artistic abilities, design, conceptual focus, and strong technical skills. And as Holly said earlier, that textiles and fashions are inextricably linked, and that's true as well in terms of creating the textiles. It's creativity and the technical knowledge and technical skills. They are equally inextricably linked. It's the understanding of all of the aspects that go into the fabric as opposed to purely the decoration of it. Anything you would like to add to what Marcia has said? Yeah, I would just echo Marcia's sentiments. I mean, very much at CSVPA, the emphasis is on the individual and fostering a kind of individual approach to design, and whether that's through fashion silhouette, through textiles, through the brand identity, we kind of try and encompass and encourage our students to find their own avenues within the disciplines, and really sort of create their own signature handwriting as designers before they graduate. And textiles forms an incredibly important part of that. We're very keen to kind of innovate as well, and our students are very known for their technical abilities. We teach a great raft of very creative construction and pattern cutting as part of our fashion degree, which stands our students in very good stead from a technical aspect when they move into industry. And likewise with those that choose to pursue textiles as part of the discipline, we're very keen for them to innovate and sort of break boundaries, I guess. We want them to create designs that will challenge what's going on within the industry and in their own creative fields as well. And how has the COVID-19 pandemic affected the textile design? Holly, could you start on that? I think COVID has kind of created a little bit of a seismic shift, certainly within the UK, within the fashion and textiles industry. I actually think it's brought a lot of the creative communities much closer together. So there's been a lot of very interesting collaboration. There's been a lot of support, particularly for new graduates and younger designers, as people realize that it's a very difficult climate to start a business or to emerge into as a recent graduate. So it's in a strange way kind of created some new opportunities for people in terms of also how you showcase your work. There hasn't been physical fashion weeks, but people have been incredibly innovative in finding ways around that and how to still really have that storytelling aspect around your brand and your signature handwriting, but without having a physical event has been quite an interesting thing to see people adopting. But in terms of opportunities for graduates, I think it's made brands really foster more of a sense of responsibility and really nurture the graduates that are emerging within the UK to sort of help them in quite an unpredictable landscape have the best opportunities that they can. Marcia, what do you think of the COVID and the way it affected the industry? I agree with Holly that it certainly has created some new opportunities. Our designers have showcased how they can be flexible and creative despite really challenging situations, and how they can continue to advance their thinking and their work despite this. We've seen, as many of us have been isolating at home, we've seen such a boom in the home interiors business that our employers, our industry partners who are really very involved with our program and with our students have continued to need these students as employees coming into their firms because their businesses have been so strong. But we've also seen fashion houses who now have the opportunity to work with individuals who aren't necessarily in the same location. There's such a great opportunity to work globally that we've all developed in this last year in a way that didn't exist prior. So I think there's some really exciting opportunities that will all carry forward because of this year.
There is an opinion that there is lower interest in high fashion, pret-a-porte fashion now, when people don't need to, go out and show their beautiful clothing. So how is fashion industry dealing with the situation, Holly? I think there's a real feeling that people still do want to see that kind of high-end fashion. They still want to enjoy the spectacle of fashion. And fashion has been used maybe as more of a vehicle for positivity in terms of, everyone enjoys seeing these kind of possibly what might seem unattainable and quite fanciful kind of creations, but it can really bring a sense of positivity, which has been a real kind of touchstone for a lot of designers about how to address people's emotions, if you like, during this kind of time. But I think people have obviously been buying differently. People have been much more based around home, so it's really kind of changed the relationship with the consumer that a designer would have. But equally, I think people are as excited for when things do open up again, which is starting to happen within the UK. And, this will herald what's being predicted as a kind of the roaring 20s, this kind of revival of kind of going out and getting dressed up. And I think people are excited, even if that's still kind of compromised, to have an opportunity to wear these special pieces that they have, to showcase their individuality. As Marcia touched on, sort of being so globally accessible and through digital media, people are still kind of wearing a lot of big jewelry like me and kind of using that as a kind of foil to sort of showcase your personality when you're presented really from the top half up on a screen. So it's made people think very differently about what they buy and how they can kind of showcase their personalities really. Давайте ненадолго вернемся в студию. Наши гости в Zoom сказали о том, что рынок изменился из-за ковид, и что сейчас изменилась и фэшн-индустрия, потому что людям нужно вдохновение и другой подход, с одной стороны. С другой стороны, более важным стал дизайн интерьеров. Таша, вы согласны? В России такая же тенденция? На самом деле, Сережа уже затрагивал эту тему, когда он говорил, что он просто вот на своем собственном опыте понял, что за время пандемии стулья нужны больше, чем нарядные платья с цветами, да, потому что мы все сидели дома, мы все 24 часа находились в замкнутом пространстве, и, конечно, хотелось бы, чтобы было уютно, чтобы было красиво, чтобы радовался глаз. А в новой одежде куда ты пойдешь? С подружками пообщаться в Zoom или типа ты работаешь по Zoom на удаленке, ты надеваешь верхнюю часть, выходишь на работу и общаешься с коллегами, да, появилось некое такое замкнутое пространство. И оно на самом деле еще не ушло, пандемия по всему миру не закончилась. Это мы немножечко в России сейчас выдохнули, и нам кажется, что все позади. Нет, все еще продолжается, просто нас стало полегче, мы стали общаться, передвигаться, захотелось одеваться, захотелось купить что-то новое, но по сути своей жилище, наш дом, это стало и местом для жизни, и местом для общения, и местом даже для встреч онлайн с друзьями, и местом для работы. То есть ты проводишь гораздо больше времени, поэтому, конечно, есть некое смещение в сторону интерьерного дизайна, потому что люди просто поняли, что стоит шкаф с одеждой, и куда этот шкаф, и куда эти новые вещи, хотя сейчас, когда все становится легче, конечно же, хотят наряжаться, конечно же, хотят одеваться, конечно же, хотят выходить и показывать даже в тот же офис свою одежду, потому что вот эти месяцы пребывания дома, когда замкнутое пространство, они дали о себе знать, и мы начали ценить то, к чему мы раньше относились как к повседневности, как, знаете, такой вот вещи, которые изо дня в день, и не придавали этому значения. Сейчас мы радуемся вот таким мелочам и замечаем их, и какой-то красивой новой кофточки, и какой-то красивым новым пиджаку или обуви, и уже делаем это более осмысленно. Ну а дом, конечно, дом становится основным местом нашего пребывания, и, конечно, хочется его обуютить, хочется его сделать стильным, хочется его сделать современным, и чтобы он радовал. Ну вот я понял, что можно работать из дома, можно создавать принты удаленно со своими ассистентами, но, конечно, ничто не может заменить тебе вот эти тактильные ощущения. То есть раньше я никогда бы не утвердил вариант ткани, не увидев ее вживую, не потрогав ее. А сейчас мне могут писать, что состав такой-то, на ощупь она такая-то. Мне тяжеловато, потому что... Я понимаю, хочется рукой понять, какая она шелковистая, приятная, неприятная, какая она мнется, не мнется. Мы же все любим щупать, понимаю тебя прекрасно. Поскольку дизайн — это не только визуальное, это еще и тактильное, с определенными свойствами и так далее.
Вот, поэтому в этом плане как бы сложнее, но работать можно, работаем. Просто по-другому. Просто по-другому. Больше доверия. Я, например, научился больше доверять. На самом деле это во многом повторяет то, о чем говорила Холли. Marcia, Holly, let's talk about education in textile design and in fashion design in the UK and in the USA. How is it different? If you have some ideas about how it is different, Marcia, could you start on that? The education in UK, but I think perhaps better I will speak to how we handle things, and then Holly can address how they deliver the education. So for us at Jefferson, education is very hands-on from the first semester on. The students are immersed in the discipline. We are collaborative by nature, so not just with their peers throughout the program, but with their colleagues in different parts of our university, whether that's our textile design students regularly work certainly with fashion design, but also with architecture, with industrial design. So those collaborations are inherent to who we are. We also work very closely with our industry partners. We do many sponsored projects where companies bring real world problems to campus, and our students work generally in teams to solve them, typically interdisciplinary teams. So the practical nature, the power to do, is inherent in the professional educations that Jefferson delivers. I think that we balance the creative, conceptual aspect with a really strong technical underpinning. And again, I think that's also perhaps unique to our approach. How is it Holly? different from what happens in the UK? Yeah, I think first of all to say my own background is that I'm a practicing designer, so I have my own label and show on schedule at London Fashion Week, and that gives us the CSVPA within the UK quite a unique position. So we're the only school or university that has a practicing designer as the head of the course, and it means that I suppose I approach it from a very creative point of view. I think with my kind of experience and background working, I used to work in Paris and for various other designers before starting my own brand. So I've kind of been immersed in industry at different levels, and I sort of have a fairly broad understanding of what is required, if you like, to get to that point. And I think nowadays most brands and designers are looking for, above all, individuality. We fulfill all the technical criteria, so our students are fully trained in the digital suite. They're well versed in using Adobe and kind of creating all the technical assets that they need digitally. From a pattern cutting construction point of view, we start them immediately with that when they start with us in first year. It's very core that they have a strong technical background that underpins all of their creative ideas. That's the real sort of vehicle, if you like, for them to realize their creativity, being able to actually have a solid understanding of how to make it. We encourage them to experiment. We start off our first year as a very experimental year, so it's really about there's no such thing as mistakes. It's really about just playing with the different projects, playing with different materiality, working in a very kind of interdisciplinary way that Marcia described that they also work in. We really encourage our students to kind of move into different departments, not to kind of think of themselves as solely within fashion. It's really about pushing yourself to kind of work with vehicle design or work with graphics and jewelry, whichever field you like to sort of dabble with, and kind of see how that broadens your horizons as a designer. So I think really we kind of push creativity. We like to challenge our students, and we also bring in a lot of industry partners. That's a very big part of the second year of our course. We do a lot of industry focused projects and try and show them the full spectrum of fashion. So we have some that are very kind of high-end focused, moving down to the sort of high street level. So we like to think that second year gives our students a real kind of solid understanding of where their place might be within the industry before they kind of come into the third year, which is really about them creating their final collections and their sort of professional portfolio, which will represent them when they graduate on to either industry or to MA or whatever kind of follows next for them. But I think we have a very bespoke kind of atelier feel to the course. We kind of keep our numbers quite small so that we can have this kind of very personal, professional relationship with our students. And that really fosters creativity to quite a high degree. Marcia, and how is collaboration with the industry organized at Jefferson? Thank you. We, as Holly has said, she's a practicing designer and has her own brand, and myself and my faculty team
all also have industry backgrounds or possibly art installation backgrounds. And so we brought that very naturally into the program with us. Our industry partners are, they're with us for sponsored projects. We do projects with them that could be a short sprint project, meaning it's an intensive weekend or week-long project, or it might last a semester or perhaps an academic year. What it does is it gives our students the opportunity to get to understand the different personalities of the companies and the different end-use possibilities and the career paths. And from that can lead to internship opportunities, full-time careers. I confess that I tell every textile design student when they join us, whether they're joining our undergraduate program or our graduate program, that they are with us for life, meaning they're with us for the degree, but then once they graduate, we expect them to come back and give presentations to our students. We expect them to come back and interview our students for internship and full-time opportunities. And we expect them to bring us projects. And that really is what happens. I think that it's a really strong network, and that's such an important part of who we are. It's a collaborative community of makers. Marcia, Holly, thank you. We'll have a break for 1 minute because I would like to ask a question to our guests in the studio, and I'll be back to you in a moment. Оба наши гости, и Марша, и Холли, говорят о том, что принципиально важно в обучении текстильному дизайну и фэшн-дизайну коллаборация университета с индустрией. Рассказывают о том, как студенты британских и американских университетов отправляются на практику на производство, смотрят, как производят текстиль на фабриках и практикуются другими способами. А вот в России возможно ли получить такой опыт? Российские вузы, которые обучают текстильному дизайну, они вообще как-то взаимодействуют с индустрией? Ну вот когда я занималась дизайном, когда был мой дом моды, когда 10 лет я выпускала коллекции одежды, неоднократно к нам обращались взять на стажировку студентов, чтобы они изнутри посмотрели, как это все устроено. Процесс сбора коллекции, процесс отшива коллекции, обсуждений, примерок, да, чтобы они понимали вообще, что это за профессия, как это все происходит, какой это труд, как это выглядит и так далее. Поэтому, конечно же, очень важно вот это взаимопроникновение, чтобы люди, которые обучаются текстильному дизайну или вот направлению фэшна, чтобы они вообще понимали, а чем они будут заниматься. Не просто набор знаний, не просто выпустили свою коллекцию, а изнутри как это выглядит, какой-то процесс, что это командная работа. Объективно есть дизайнер, да, есть художник, но что он без команды? Да? Он может творить, он может рисовать, он может создавать, он может вручную расписывать и что-то делать один, а вот уже когда команда, тогда это производство. Когда команда, тогда это уже можно говорить о работе в коллективе, и каждый несет свою функцию, кто-то моделирует, кто-то конструирует, кто-то закраивает, кто-то создает лекала и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Сережа, я думаю, сейчас тоже подробно об этом расскажет, он прекрасно это знает изнутри. Да, я не зря полез смотреть, что у меня там с подкладкой на моем пиджаке, потому что подкладки вот к моим пиджакам создавались с помощью студентов Строгановской академии, которые стажировались на московском предприятий, которые создают вот эти принты, и они продают их, например, Визион, и попадают в топ ВГСН как законодатель текстильного дизайна. То есть в Москве такие компании есть, они небольшие, но они успешные, и я к ним обращаюсь, и они используют как раз вот студентов. То есть вот эти самые подкладки разрабатывали мне студенты в коллаборации с промышленным предприятием. Просто Москва — это мегаполис, и промышленных предприятий здесь уже не так много, то есть это небольшие дизайн-студии, вот, но есть регионы, где все это производится, но туда мы можем ездить на экскурсии только с детьми, и мы ездим. Спасибо. So, Marcia, Holly, my next question, is let's imagine that we have a school boy, a school girl who are in their final years, and they have to make a decision whether textile or fashion design is the right thing for them to do. And they don't have any experience of fashion or textile design whatsoever. So how can they understand whether this is something that they need that would suit them? Could you give some recommendations, or maybe you have some insights on that? Marcia, could you start? Thank you. Yes.
I think that most students know what fashion design is. Most students have an idea of fashion design, whether it's right or wrong. I think most students have an idea of it and can understand what it might be as a career. But very few students know about textile design. And what we say is that if a student loves color and pattern and texture, if they are very tactile by nature, if they're interested in thinking about fabrics that go into the home or that go onto furnishings in companies, facilities, perhaps they're a textile designer. One of our former deans, and I've stolen this line from her, used to say that if the student is more interested in three-dimensionality, really interested in the way a garment moves on the body, the way a sleeve is set into the garment, the placement of the darts, perhaps they're a fashion designer. I do think that there are people who keep one foot in textile design and one foot in fashion design. Probably what's in common is this passion, this creativity, this artistic drive that needs to be satisfied. And in both cases, there are wonderful career opportunities. Holly, and how could one understand that fashion design is the right thing for them? Yes, I think we encourage most of the students that apply to our course, if they haven't already, to completed what in the UK we have a foundation course, which allows you to kind of sample many different disciplines. So usually about 10 different disciplines for kind of a week before you specialize in 2. So myself, when I was studying, I specialized in fashion and textiles, and then subsequently chose textiles as my speciality from that. But that really allows you to kind of have a bit of diversity and to, again, have that experimentation, which is very important when you're kind of choosing what creative field suits you. I think for the joy of our degree is a fashion degree, but we do allow that kind of accessibility to work with textiles. And as I said, for me, the two really go hand in hand. So if a student comes to us who hasn't quite decided which path to pursue, it's still quite open for them to kind of, at least until the 3rd year of their degree, to work within both those sectors to kind of then see where they would like to specialize once they graduate on from us. But as well, I would say it's very important to gain a little bit of experience in the field that you're interested in if you're in a position to do so. So that could be, we often encourage our prospective students to attend as many kind of shows or fashion events and fashion exhibitions as possible, or textiles exhibitions, just to kind of really understand the field that they want to enter. If it's appropriate for them to do an internship or even a couple of days to like shadow within a department so they can see what is involved with the kind of career prospects for those subjects as well, can be really useful. And we do build in internships as part of our course to allow students to have that insight into industry before they actually graduate on from that as well, to again help them consolidate where they might want to work finally. Thank you. Мы обсудили сейчас, как понять, что текстильный дизайн или фэшн-дизайн то, что вам нужно. Но, может быть, и не нужно понимать, ведь сейчас так много коротких программ, на которых можно поучиться там месяц-два, возможно, даже онлайн, и стать фэшн-дизайнером, каким угодно дизайнером. На ваш взгляд, вообще имеет ли смысл ехать учиться на полноценную программу бакалавриата или магистратуры? Мы же знаем, что сейчас люди будут менять профессии, там 7 профессий за жизнь. Нужно ли вообще тратить столько времени на изучение текстильного дизайна или фэшн-дизайна? Давайте я начну. Так как у меня, собственно, есть школа красоты и стиля, которая существует в онлайн-формате и в офлайн-формате, но в офлайн-формате она больше в Москве существовала до пандемии, а сейчас все-таки, конечно, больше в онлайн-формате. Как раз вот тут начальная часть вопроса, когда вы говорили, стоит ли учиться 2-3 месяца. Как раз вот в моей школе это 2-3 месяца, и профессия стилиста, профессия имиджмейкера чуть больше, несколько этапов и так далее. Можно учиться этому, но и есть где это делать, и сейчас это популярно, сейчас это востребовано, и это интересная профессия. Но, честно, как человек, у которого все-таки классическое образование дизайнера одежды, Московская государственная академия легкой промышленности, человек, который прошел все этапы, могу сказать следующее. Для того, чтобы быть дизайнером одежды, я в этом смысле очень, знаете, за чистоту профессии. Я считаю, что у нас должны работать профессионалы, правда. Потому что пойти на какой-то курс и стать дизайнером, не стилистом, стилистом можно за 2-3 месяца, если есть вкус, но дизайнером одежды на это нужно все-таки несколько лет, потому что это определенные этапы развития, определенные этапы в создании и умении создавать коллекции и так далее, определенный объем знаний, который ты не сможешь получить за 2-3 года. Это серьезная профессия, которая много всего в себя включает. Поэтому, конечно же, если говорить именно про
текстильный дизайн, про моделирование одежды, и вообще про все то, что связано вот с такими вот глобальными знаниями. Я считаю, что нужно учиться несколько лет, научиться фундаментально, учиться, как тоже уже Сережа говорил, у профессионалов, людей, которые достигли, которые практиковали, которые понимают вообще, что это за профессия, они все через свои руки пропускали. Это действительно важно. Вот. И тогда я думаю, что эта профессия наполнит, войдет в жизнь и будет удовлетворение, потому что хуже быть не может, когда ты отучился много лет и понимаешь, что это не твое. Да? Вот поэтому я считаю, что нужно искать, пробовать, учиться и учиться именно дизайну одежды долго. Тогда ты будешь профессионалом, тогда с тобой можно будет разговаривать, и ты будешь понимать вообще, о чем речь идет в профессии. Я согласен, что поверхностные знания никогда из тебя не сделают профессионалов. Вот, поэтому это могут быть курсы, может быть, для того, чтобы сравнить уже с теми знаниями, которые ты имеешь. Да, потому что я, например, своим ученикам говорю, что лето — это не для отдыха, а лето — это для того, чтобы путешествовать, но путешествовать профессионально. Вы можете поехать в итальянскую школу моды, там, в английскую, в любую другую, но получить вот этот какой-то курс и сравнить вот эти знания, пропитаться чем-то новым. Но фундаментальное образование, профессиональное, конечно, оно, я считаю, что в советское время было 5-6 лет, и это было, наверное, лучше, чем сегодня программа бакалавриата 4 года. Вот, то есть это все-таки время, которое должно быть, если ты хочешь быть в профессии. Вот. Просто, Юль, понимаете, еще не все в наше время понимают, мы с вами вот собрались, и мы с Сережей как профессионалы говорим на одном языке. Люди не могут не понимать разницы между стилистом, имиджмейкером, модельером. Понимаете, у многих смещение понятий. Стилист, имиджмейкер — это все-таки профессия, которую можно быстрее получить. Модельер — профессию, дизайнер одежды получить быстрее нельзя. Костюмер — это не человек, который придумывает костюм. Костюмер — это который гладит костюм до смешного. Да, когда говорят, да, она модель, имея в виду, что она модельер. То есть надо очень точно, четко расставить, какая профессия, как называется и сколько ей учиться. И это действительно важно. Потому что это еще и технологии. Конечно. Да? То есть это вот текстильный дизайн, само понятие дизайн, это не вот то, что ты придумал как художник. Важно быть классным художником, но дизайн — это умение создать. И тогда это технологии и технические знания. Можете тогда перечислить ключевые навыки модельера? Что он должен знать? Он должен быть таким, как я. Он должен сначала закончить техникум легкой промышленности. 4 года он должен овладеть технологией конструированием. И потом закончить высшую школу, стать вот таким как бы творцом. Но творцом начинают становиться с опытом, когда ты 20 лет после института еще творишь. Вот, поэтому я всем рекомендовал бы, как порекомендовали мне в советские времена, начать с самых азов профессии. Научиться там шить, научиться не только рисовать, но знакомиться с переплетениями материалов, да, с их свойствами, материаловедения, технологии изготовления там, всех этих тканей и костюма. Да, и только потом ты можешь сказать что-то, ну, как новое слово какое-то, основанное на технологиях. Но это вот мой мужской подход. У женщин, может, иначе. Нет, совершенно правильный подход, потому что, вот, например, сейчас современная тенденция, когда любой человек может сказать, я создаю одежду, у меня свой бренд одежды, и начинает ее выпускать. Человек не знает, что такое моделирование, он не понимает ничего в конструировании, он приходит на производство, он даже не может общаться с командой профессионалов. Этому нужно учиться, это нужно объяснять. Понимаете, быть модельером — это не только цветок красиво нарисовать, это в комплексе все вместе, объемный багаж знаний. Модельер или дизайнер одежды, как сейчас говорят. Включая клиентологию, включая Да. там, знания по продажам там, и так далее. Let's talk a bit about fashion design programs at CSVPA. Sergey here in the studio suggested that becoming a fashion designer takes many, many years, and his recommendation is to start at learning basic technical skills. So how are programs, what's the integrated programs at CSVPA organized, and what do your students master? What skills do they master? Yeah, we offer a 3-year degree program in fashion design, and really the kind of ethos at CSVPA is really about
as I mentioned, fostering the individual. It's about creating a very kind of bespoke atelier type environment where our students can receive really kind of unparalleled one-to-one tuition, and really be allowed to grow both in terms of confidence, both creatively and personally during the time that they're studying with us. So our first year of the degree is very much centered around experimentation. It's about really laying a very solid foundation in terms of the technical skills that our students develop during that time. So that's really about creative construction. It's about draping. It's about very strong kind of sewing skills. And we assume that every student is starting from scratch when they start with us. So even if they may have some prior knowledge of technicalities, we like them to kind of be taught, if you like, in the CSVPA way, so that we know that they really are learning the correct way to do things from the ground up, if you like. We do also quite a lot of projects based with art and other creative pursuits, architecture. So it's really about learning those really core research skills that are so fundamental for when you're a creative person. So we like them to really look at as diverse a range of resources as possible. And I should say that all through the 3 years of the degree that we offer, we run a creativity and conversation series, which allows every week a different practitioner from a different field of industry will come in to speak to our students. And they have the opportunity to network with them, to pose questions to them. And it really allows them to have an insight into the different aspects that there are within the industry and the different options that there are for them to pursue when they graduate. The second year is, again, very industry focused. So that's about doing projects that are live briefs with sort of designers such as Stella McCartney is one that we did recently, a print-based project for them. We also do projects based around tailoring, so working with Savile Row, which is a very famous kind of institution in London, known globally for the kind of quality of the craftsmanship and the tailoring that they offer. And that allows our students to really absorb a lot of high-end technical skills through their kind of exposure to that. We also do more kind of high street focused projects because we want our students to be able to kind of decide where they'd like to sit on the spectrum of fashion. They might want to be incredibly creative conceptual, or they might want to, you know, have a job that's kind of within a more high street brand. Whatever they choose to pursue, we like to help them tailor their portfolios to kind of achieve that goal when they graduate from us in third year. And the third year is really the kind of the pièce de résistance, if you like, of the course. That's when they really get to have fun, and really by that time we hope they've kind of consolidated their design signature. It's about preparing them to kind of move into whatever they choose to do next, whether that's moving into industry or moving to an MA course, starting their own brand, whatever they choose to kind of follow. We really help our students to kind of vision for their career and be very aspirational. We want them to be confident and we want them to achieve these goals. And it's really about gearing them up for that kind of point all through the 3 years that they study with us. And how do you help them get hands-on experience? We like to offer as much exposure to industry as we can. So as I mentioned, we have this kind of creativity and conversation series, which allows our students really to kind of start forming a network. We talk a lot in the UK about having a network of sort of a creative community, if you like, that you can kind of call on and utilize as you build your reputation within industry. So I really encourage our students to start that when they're still studying. So that could be starting with your fellow peers. It could be sort of introducing some mentors. We recently started, during the pandemic, I introduced a third-year mentoring program for our graduating students, which pairs them with a designer or a figure within industry who has a sort of resonates with their work. For example, one of our students is studying menswear, and we've paired him with one of the sort of top contemporary menswear designers that we have in the UK, who manufactures solely in the UK, so he can really understand her practice and learn from her experience to quite a high degree. We like to kind of prepare them as much as possible to interact and present their work. So it's, again, a lot about confidence and just about really understanding how they want to represent themselves as a brand. We try and encourage our students to start the process of kind of branding their portfolios and their social media representation, etc., before they leave, so that they really can emerge with a solid professional visual, if you like, of what they do, both personally and on a design level too. Мы бы хотели показать небольшое видео с работами студентов CSVPA, и Холли его прокомментирует. So Holly, we are launching video. So this shows our work from Graduate Fashion Week in 2019. This is one of our students called Lisa Gesternfeld, who was very focused on textiles. So she utilized a lot of print and embellishment as part of her kind of signature, if you like, her DNA.
The Graduate Fashion Week Showcase allows our students to have a very strong catwalk presence. It's an international event with most of the colleges within the UK, and we were lucky enough to actually open the catwalks for this season. So Lisa was very interested, as I said, in textiles. Her work was incredibly colourful. It was kind of challenging traditional silhouettes and pattern cutting. And she looked at psychedelia as her kind of theme, if you like, her concept for that season. And it was very much about multimedia. She was very much thinking about the complete look, so having the jewellery, the shoes, the coordination across everything that she was creating. And we encourage our students to look a lot at styling and to really have that awareness of how their work is going to be presented, at a Graduate Fashion Week and when they photo shoot it themselves, their portfolios, but also when it goes out to press following their graduation. So this is Lexi, who is another one of our international students. Her work was a much more kind of tailored sort of feminine silhouette, and it was really about kind of multi-layered textures, quite subtle if you like, but you'll see as the collection progresses she builds up the kind of use of colour, and creating a really kind of quite a couture end aesthetic that she was using with a lot of her pieces. So things like this leather jacket, there was a lot of man hours went into that, and she hand cut all the fringing. It was quite a labour of love, some of the processes that she utilised. But her collection was very editorial. So again, she was quite aspirational. She wanted to work in quite high-end fashion, and she has gone on to do so since she graduated. So she immediately got a job in Hong Kong, and then she's subsequently got another job in Shanghai, so has moved on from there, but working with some of the top designers there. And we encourage our students to also gain a lot of press attention from the exposure that the catwalk gives them at Graduate Fashion Week. So both Lexi and Lisa, their works were kind of featured within magazines within the UK and also worn by celebrities, and kind of help them to kind of further extend their presence and promote themselves in that way as well. And what career opportunities do the graduates of fashion programs at CSVPA have? They have a really quite a broad range. I mean, it really depends where they would like to cite themselves. As I said, we're very open to kind of them choosing their path and us kind of finding a way to facilitate that. So my kind of initial conversations with the students when they're in first year would be sort of, where do you see yourself? And we kind of continue to have those dialogues. It becomes more crucial when we get to third year, when students are maybe thinking about tailoring their portfolios to kind of suit the career that they would like to move into or the position that they would like to have. Also in second year, I would encourage our students to do internships. And that might be where they start to think, actually, I would like to work for this designer or this brand, and we would try and secure a placement for them with that company so that they can gain a really kind of insight, if you like, into the workings of the brand that they'd like to kind of work with eventually. But we certainly encourage them to utilise the mentors and to utilise the sort of opportunities that we give them in terms of networking. We are looking at front-facing platforms. So we show at Graduate Fashion Week. We also do a showcase of our own, usually at a central London location where we invite a lot of media. So it gives them a very kind of good chance, if you like, to broker some connections to help them further their career before they've actually even graduated from the course. And how are undergraduate programs different from postgraduate MA programs? Who needs an MA degree in fashion design? At CSVPA, the BA and the MA have some qualities in common. They're both very much about individuality. The MA is a much more research-based opportunity. So again, it's very much about interdisciplinary working. It's about thinking about how you can present yourself across different media and different channels. The students are encouraged to do a lot of photography and a lot of moving image work, and to really kind of think not just of themselves as being a student of fashion, but of being quite a broad creative, if you like, and encompassing a lot of different opportunities and media to present what they do. But they sit very much in tandem in that they both share this commonality of having a very strong technical foundation to what you do. And I would say MA studies, it's not a choice for everybody, but a lot of students like it as a way to further the work that they've started. Quite often when they're studying in their third year, the students really get into their stride and start to really embrace and love their practice and find their kind of design handwriting. So an MA gives a student a fantastic opportunity to expand on that and to look into that a little bit more. It gives them that little bit more time to really explore themselves. And my final question, what advice would you give to somebody who's considering education in fashion design? I would encourage them to really sort of to do their homework basically, and to really think about what you would like to gain from the experience. I think it's very important to sort of think about,
do you want to work solely within fashion, or do you want to study at an institution which has a lot of different departments? Look at the facilities that are on offer, look at the alumni that have graduated from that institution, and consider, you know, what parallels there might be with your own sort of aspirations and your hopes when you graduate creatively. If I may, I'll share my screen quickly just to show you a little bit in further detail the work of Lisa, who was the students whose work was shown at Graduate Fashion Week. This just explains a little bit more about her creative practice, and how she then sort of furthered on from that. So as I said, the research skills and the creative experimentation are really core to what we do. So I'd encourage anyone thinking about studying in those fields to really think about how they would like to experiment. Do they want to sort of be very innovative? Is sustainability important to them? Is links to industry what matters to them? And sort of look at the institutions you're considering to carefully consider that before you actually move into those fields. We encourage our students to do a lot of concept development. So it's kind of thinking about the gestation of the designs. It's thinking about how they can kind of explore the silhouettes and really sort of challenge what exists in the contemporary fashion field. And innovation is a huge buzzword that we use across both the BA and the MA, encouraging our students to really look at alternative materials, to really kind of not think about commerciality and to really be quite conceptual. We can always help them hone their work into something that is more suitable for the high street or commercial, if you like, but we want them to really kind of have free rein with their creativity to start. In terms of textile development, we're always encouraging them to innovate with that, to look at alternative fabrications, and really encouraging our students to have a strong awareness of fabric, to really know the handle of materials and to really understand what they're going to be working with as designers. A lot of graduates don't have that kind of broad appreciation of the different qualities of textiles when they've studied on a fashion degree. So that's where I say that we really like our fashion textiles to sit hand in hand, so our students can understand what the fabrics are going to do and what silhouettes they can create with that. We encourage a lot of contemporary contextual research. Again, what I would encourage students looking to study in fashion to do, to really think about the adjacencies with their work and the designers that they admire and how that kind of translates. It's very much about creating a design signature across the whole collection and across the whole body of work, so that our students have a very solid understanding of who they are and how they want to represent their work. We do the full range of technical skills, so that's allowing our students access to a full digital suite. It's doing CAD work, technical drawings, which again, that digital toolkit really prepares them for moving into industry, and that kind of the basic core skills that a brand would want a designer to have to be able to work also in a more creative way as well. We think we'll get them to think about the final evolution of product and creative professionalism. They're thinking again about how they can represent themselves and their body of work to industry. Brand identity and contextual awareness is incredibly important. So thinking about how they can style their work, how they can shoot it, how they can really create that unique identity that will allow them to carve out a niche within industry. Professional portfolio is something they spend a long time working on. Again, this is really their calling card to industry. Now, these days it would be represented digitally rather than probably a hard copy, but again, the graphic identity that they can adopt for that, and how to really hone and refine that when they're studying so that they can emerge as really fully formed designers. We help them establish a bespoke presentation of their work and really start the foundations of creating a creative network. So as I said, the importance of building that kind of network of peers and practitioners round about you that can help you further your own practice and really consolidate your stance as a designer. We get them to think about digital representation, social opportunities, and how to use that network to kind of really expose visually what they do to a broad audience. We're always looking for new graduate opportunities, so that's working with industry, creative exposure through working with a thing called ArtsThread, which allows our students to upload their portfolios and really to be quite aspirational in the visioning for what they would like to do with their careers and where they would like to go. That's our aim, is for them to achieve that. And that's Lisa's work again on the show at Graduate Fashion Week, where we saw her moving image earlier. But again, that bespoke mentoring has really enabled them to kind of have those touchstones with industry. Incredibly important if you're a student that's kind of thinking about moving into fashion or to textiles, to really just assess what of these key points does the institution that you're looking at answer? Can it provide what you hold as the core sort of beliefs for your own aesthetic? And from a technical and facilities point of view, do they offer you really broad opportunity to innovate and experiment?
Thank you so much. Сергей, вы хотели Да, прокомментировать? Я прям вижу, Сережа смотрит. Ты как преподаватель, конечно, ты же тоже взращиваешь молодые таланты, молодых дизайнеров. Вот мы видели Показ, да, коллекции студенческой. Мы видели потом, как это все создавалось, эскизы, какие ассоциации. Что ты хочешь сказать, вот как действительно преподаватель, Я хотел бы педагог? сказать Холли, что она очень красивая. И я хотел бы сказать, что то, что я увидел, мне очень понравилось. Более того, в 2015 году моя студентка принимала участие в Graduate Fashion Week, ничего там не заняла, не говоря о том, что там как бы вообще один призер, да. Но в любом случае это был жесткий отбор, и это была коллекция, которая, может быть, не совсем правильно была выбрана, больше руководством института, того, с которым я раньше работал, чем волею моей, да. Вот. Но есть большая разница. Вот международные школы, они развивают больше как бы креатив. И это очень красиво, но это некий перформанс такой. А в России же ставка больше на воплощение, то есть создать что-то креативное, что завтра можно было бы уже носить. Потому что основная проблема в России сегодня создать. То есть нет проблемы с креативом. То есть где индустрия развита, там, может быть, нужны какие-то новые креативные идеи. У нас креатива вроде много вот в этом голоде, но мало возможностей для грамотного воплощения, быстрого и грамотного воплощения своих идей. Я, в принципе, в преподавание пошел только по той причине, потому что долгие годы не мог найти себе ассистента. Да, и вот я его ищу, взращиваю. Вот, поэтому, безусловно, уникальная как бы школа, интересно, ничего нового для меня, но это очень круто. Я бы рекомендовал бы, наверное, вот ездить, получать какие-то курсы, но это больше курсы по развитию креатива. А как работать в современных реалиях, это уже как бы только к нам. А скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, вот как пандемия повлияла на дизайн одежды? Понятно, что мы смотрим, видим коллекции, в которых появились там сумка в виде подушки, плащ в виде одеяла и так далее. Все-таки много времени дома провели, принты с масками и тому подобное. А что нужно современному потребителю вот сейчас, на твой взгляд, как человека, который был многие годы практиком, и который сейчас преподает, и который взращивает молодых? Я практиком-то и остаюсь. Вот. Да, у тебя теперь совмещение, все сразу. Да. Но я считаю, что, конечно, это обращение к комфорту и обращение к какому-то концепту. То есть люди при той информационной среде достаточно как бы большой, люди должны говорить что-то особенное. То есть все-таки, наверное, сегодня основной тренд это, два, я так скажу, основных. Один бы я назвал тренд тишина, когда хочется покоя, умиротворения, спокойной музыки, уюта, комфорта среди близких, себе подобных. Тренд найти себе подобных в этой среде, существовать и жить, радоваться жизни с единомышленниками. Второй тренд это все-таки вот выходить вовне, очень контрастный. То есть заявить о себе, заявить очень ярко. Но это тоже нужно делать комфортно. Поэтому сегодня все дома моды выходят вообще как бы из расписания. Да? То есть вот когда нет, теперь мы не будем участвовать в этой гонке, мы будем создавать то, что мы хотим создавать, в чем главный как бы концепт, то есть какой-то вот месседж основной. Я говорю, он у всех сегодня как бы разный. Вот сегодня говорили о текстильном дизайне, пока, может, не прозвучали, я не услышал. Очень много молодые люди сегодня делают ставку на ресайклинг, переработку старых вещей. У меня в настоящий момент из 30 магистрантов 5 перерабатывают деним. И вот остальные все им носят эти старые джинсы и куртки, да, они из них создают какие-то новые фактуры. И у кого-то это а-ля балетное платье, а у кого-то мужская такая прям вот брутальная история. Вот поэтому я думаю, что ресайклинг, бережное отношение к одежде, больше уделяется внимание как бы качеству. То есть вещь не на один сезон, она должна таким быть арт-объектом, который не стыдно по наследству передать. Вот. Давайте, прежде чем мы дальше будем обсуждать моду, посмотрим небольшое видео. Мы поговорили, на самом деле, со студентами CSVPA о том, как у них проходило обучение. Давайте посмотрим запись.
study at CSVPA in Cambridge in the UK, and I'm doing fashion design BA, and I'm specialising in children's wear. Final year now, and I'm specialising in menswear. Я сейчас на втором курсе, обучаюсь я на фэшн-дизайнера. Да, но у нас очень много практики. At CSVPA, they teach from, like George was saying, from the pattern cutting to the making, choosing the textiles. You do your own drawing, your own design work, your own technical packs. They literally teach everything that you could possibly come across in the fashion industry. Цель на то, чтобы полностью погрузиться в профессию, понять, как она работает изнутри, чтобы в дальнейшем уже мы вышли такие уже готовые ко всему. There are so many transferable skills. Like you write essays, you could go into writing, you could pattern cut, you could sew, you could go into textile, print, children's wear, like whatever it is. There's so many different avenues. Проекты многие мы делаем, то есть для брендов, и то есть демонстрируем, тем самым мы обучаемся этому всему, примерно представляем то, что нас будет ждать в будущем. I feel like I've really found the part of textile that I enjoy. With children's wear, it's fun, and you're looking at the creative side of it can be more colourful and wild, and you're thinking about what kids like and what grown-ups like, and you just have a sort of freedom with it, and it's just brought a whole new sort of love of fashion design for me. So I am really interested in kind of the materiality of the clothes and kind of how we can translate kind of traditional natural materials. So my collection is trying not to use any polyester-based or plastic-based material at all. So using natural wool and cotton and things like that. Мы проходили тему экологии, потому что на данный момент она очень важна, поскольку, например, 5 лет назад в университетах этого вообще не было, то есть это не проходили, потому что не было такой глобальной проблемы в мире. Например, многие материалы, то есть из шерсти, они на самом деле на их производстве они не так экологичны, как кажется. То есть тот же самый хлопок, который продается в магазине, там не знаю, хлопковая рубашка, если она не органичная, то она не может быть переработана, то есть изначально, и это очень пагубно влияет. Try everything. Like I think especially at a small uni like CSVPA, you get so many opportunities just to do, like you get visiting lecturers, you get workshops, you get, I don't know, illustration. We did a milliner came in, we made some hats one day, it was great fun. But I think you get so much out of those things, even if you're not getting like literally what they're trying to give. And CSVPA was just the perfect place for me to go because it's very small and private, and the class sizes are small. We get really great one-to-one with the tutors. It's not like anything I've ever seen anywhere else, Just do what you enjoy, for sure. Да, вот видите, Сергей, студенты, в общем, подтверждают то, что вы говорите, их тоже экология беспокоит. Пока мы смотрели видео, Сергей здесь комментировал, что CSVPA — это чистый креатив, да? Да, это хорошо. Давайте сейчас поговорим о Jefferson University. Подключим к эфиру Marcia Weiss. Marcia, hi, thank you for coming back. So we've just dived into creativity, and actually we've had a discussion whether creativity is what we need or maybe we need a bit more technology. So what happens in undergraduate textile design programs at Jefferson University?
Thank you for that. And I believe we need both. We need both creativity and we need strong technical underpinnings. That technology and that skill set is what allows our students to really fully develop their ideas. What we say here at Jefferson in textile design is that what we teach is process. We teach creative process, and that's what leads to really exciting results. That's where the innovation comes from. So our students start with conceptual development, which of course involves extensive research, both in terms of perhaps what's happening on the catwalk, what's happening in global exhibitions, global design shows, what's the mood of the moment across the globe, not just across the country. So we start with conceptual development that includes color and trend. That leads into the ideation process, which would include materiality. From there, our students go into collection development, thinking about fitness for use. So if they're talking about textiles for apparel, are the textiles really suitably produced for apparel? If they're for home furnishings, are they appropriate for that end use versus automotive interiors? Again, very, very different end uses. So we talk about fitness for use. Our students learn all of the attributes of the textiles relative to those ideas. And then concept and collection curation. So what is the final result? What's this amazing collection that the student created that no one but that student could have made? And again, they start this from their first semester. One of the things that our students thrive on is the collaborative community of makers that they're immersed in here at Thomas Jefferson. So not just other textile designers at both the undergrad and graduate levels, but of course, their industrial design colleagues who are right next door, or their fashion design colleagues who are upstairs. There's a wonderful creative community, and they all thrive off the information that each other has. They all bring their own unique sense to the party, and that's exciting for all of them. And as far as I know, creativity is important at Jefferson in general. So we have a video about that. Давайте посмотрим видео о творчестве в университете Джефферсона. Remember how it felt when you didn't know the limits and anything seemed possible? At Jefferson, we push beyond limitation. We make the seemingly impossible possible. As students, we can design a collection that will change the course of fashion, or plan a city that can redesign itself and give light the power to transform. We can carry the weight of a 12-ton idea, 18 stories tall, propel athletes across the goal line on one leg and a custom traction cleat, and cross finish lines in a seamless second skin. We can turn style into something timeless and stand the test of trend. We can invent new forms of expression to move markets, merchandise, and mindsets that shape the future of work. Remember how it felt when anything seemed possible? So Marcia, and what does the creative process looks like for textile designers? May I share my screen? Sure. Great, I'd love to show you what it looks like for our textile designers. Let's see, are you seeing my presentation? I'm sorry, I'm having a bit of a technical issue there. Let me try that again. Yes, we can see the screen. Wonderful. Okay, so the creative process and concept development starts, as I've said, with some research and looking at other artists, looking at the catwalk, thinking about what inspires you, really developing your own unique sense. And this is the concept board for one of our students who graduated last May. The student is from a very tropical climate, and you can see this infused in her work. Very interested in print design, very interested in print for fashion. And you can see the warmth from this slide. I'm happy to say that what she's doing now is designing swimwear, which is very appropriate for her. So this is one example of concept development. This is where it starts. From there,
Our students would work together in the studios. You can see a little bit of our studios here in this slide. This is two of our students working with some of their knitted textiles on the left-hand side. Our studios are filled with yarn, wonderful opportunities to work with different fibers, different colors, different textures, and also an awful lot of equipment, both hand, starting by hand, we start everything by hand, and then teach with that passion all the way up through state-of-the-art industrial equipment. And on the right, you can see a photograph and a resultant pen and ink and watercolor sketch that one of our students worked on in their sketchbook. We talk about the creative process as sketchbook development. So Marcia, can you stop sharing your screen so that we can see you now? Thank you so much. So you mentioned earlier that textile design can be applied in fashion, interior design, product design. So can graduates of textile design program pursue career in any of those directions, or do they have to choose one while they study? Yeah, that's a great question. Thank you. So the students do not have to choose one, but what I would say is that students tend to find an area that really speaks to them. So they're exposed to, through the curriculum, starting in freshman year, they're exposed to developing textiles for different applications, for fashion, for interiors, for performance wear. And students find that they gravitate to certain areas. So all of our students have a wonderful base of knowledge in print design, in woven design, and in knit design, but really always thinking about that in terms of the application possibilities. And as our students move into their third and fourth years of the undergraduate program, they are choosing the areas in which they wish to concentrate. They all find their way. They come in perhaps not having a sense as to what their first love is in terms of textile and design and application, but they find their way. And then through all of the opportunities that are presented with exposure to our industry, they can further develop those ideas and further explore the opportunities, the career paths that are possible. And I know that you have some slides visualizing those paths. Yes. This is the work. This is the work of one of our students, Maggie, beautiful hand, wonderful print designer. She, throughout school, she interned with a company that does very high-end, hand-drawn, hand-painted print work for both wallpaper and home interiors, and that led to her full-time career. She's still with them. And this is an example of her work, and you can, I think, clearly see how it would lead into that. This is the work of Nick Hammerschmidt, again, one of our recent graduates. Really interesting, slightly funky design signature. He loved all of the opportunities that were presented, whether they were wovens or tufting or hand illustrating or over dyeing some textiles. And with this focus was on apparel, but not just apparel, also footwear. We've had students who, of course, have created footwear as part of their textile design degree. We have the opportunity to do full fashioning here on our equipment, so we can knit an entire shoe. This next student, this is the work of Courtney Locke. Courtney, from the beginning, was very interested in interior textiles, really focused on the possibilities of textiles for the home, from very open, very lightweight, very innovative, creative textiles that perhaps would be used for window treatments, to things that are much more durable and would work for upholstery and interiors. And that's the market that she's working in. And one last student at the undergraduate level to share with you, Olivia Pagnotta. Olivia loved knitwear from the beginning. She has an amazing color sense, really very tactile in her work, and had a great internship, Urban Outfitters. They're corporately based here in Philadelphia, and this wonderful internship led to her full-time career with them. And here you can see some of her collection work, some of her capstone, and then one of her sweaters.
Thank you. Those are amazing works. And how is postgraduate master's degree different from undergraduate? What do students study there, and why do they need this degree? Thank you. That's a fantastic question. Our master's level program is quite different from the undergraduate level program in that students come into the discipline with a selection of print design, woven design, or knit design as a primary area of focus, because it allows a deeper dive, a much more significant level of mastery development. So our students at the master's level come from many different backgrounds, not necessarily textile design, not necessarily fashion design. They might come from anthropology. They might have a background doing interior design or working in architecture. And they find us because of their love of pattern and texture and their interest in helping shape the future of our industry. So our graduate program is, although we share the spaces, is quite distinct. May I show you a few images? Sure. So the first two slides are the ideation process. Again, we always go through the creative process, and this is the work of Ananya Bevanakati, a wonderfully talented alum who is with Anthropology, developing home interior textiles for Anthropology, one of the Urban Outfitters brands. And here you can see she's playing with materiality and texture and density and opacity in her work. This is the work of Kristen Tynan, who completed the degree fairly recently. Kristen came to us with a background in a more artistic approach. She'd done a number of artistic residencies, and here she's exploring form through a variety of materials. She has since moved into an opportunity here stateside, but she has an opportunity in the EU that's waiting for her when countries start opening up. I won't speak more about that, but we're very excited about her future possibilities. Oh, and now I'm getting into the work of into more finished work from our students. This is the work of Drew McKevitt. Drew focused in knitwear, which I think you can see in this slide. Drew was very interested in fashion and interested in creating textiles that moved on the body and shaped with the body. And here you can see part of her thesis collection. This is Ji-Young Park. Again, wonderfully talented alum, incredibly innovative in terms of materiality. These were produced on our industrial jacquard looms. We have really extensive facilities and a brilliant technician who works with our students. Our students learn how to program the equipment, but do not run the equipment on their own. And G was exploring materiality and finish in a really brilliant way. And this is Insia Sharpawala. Insia focused in print design at the master's level. You can see such a range of work here, from things that are more photorealistic to hand-drawn and painted, and combinations thereof done digitally. Insia is her full-time opportunity is with Pottery Barn in San Francisco. They came and found her. So we appreciate that sort of level of support of our students when companies actually reach out and find them. Julia, this moves into collaboration. Could you just give us maybe a list of the industry leaders that your graduates and students have a chance to work with? Yes, thank you. So again, our industry connections are incredibly important to us. And so that occurs in many ways. It can occur in collaboration. And so these are both opportunities where our students could collaborate with their peers in other disciplines, but then see their work on the catwalk, whether that's a fashion design show produced here locally or in New York Fashion Week, or a very important show held in New York City to showcase home interior textiles, where industrial design and textile designers have worked together. They also have had their work highlighted in a major show in Barcelona in 2019. We participate in New York Textile Month every September. We host
an annual symposium on campus. We host an annual speaker series. All of these attract design innovators and thought leaders throughout the country. And now, because of our global world and because of all the opportunities that have been created this year, really throughout the world. Thank you very much. Мы поговорили с студенткой магистерской программы университета Джефферсон, которая до этого проходила в этом же университете программу бакалавриата. Попросили ее рассказать об ее опыте обучения. Давайте посмотрим запись нашего разговора. Я начала с комьюнити-колледжа. Это мне помогло, это двухгодичная программа, это мне помогло потянуть язык и также попробовать разные предметы, чтобы понять, что я хочу делать. Потом, приняв решение, я поступила в университет Филадельфии, что сейчас является Jefferson университетом. Но тогда это было Philadelphia University, и я поступила на промышленный дизайн, закончила эту программу, и так как здесь ты можешь пробовать разные предметы в процессе образования, у тебя не настолько структурированная программа, поэтому я попробовала дизайн текстиля, мне очень понравилось, и у меня была дополнительная специальность. И сейчас я вернулась, много лет спустя, я вернулась учиться в магистратуру, и уже я работала в промышленном дизайне все эти годы, но решила вернуться в дизайн текстиля, и вот поступила в магистратуру Jefferson University. Если мы будем говорить о бакалавриате, то в многих университетах первый год там это базовая программа, и у тебя есть шанс перейти с одной программы на другую, не потеряв никакое время, то ты будешь все равно переходить на второй курс. И ты можешь пробовать. В некоторых университетах ты даже не должен выбирать специальность первый год. Ты идешь на общее какое-то образование, потом выбираешь специальность. Ты можешь, в некоторых университетах ты можешь выбрать специализацию, концентрацию или дополнительную специальность, как у меня. Потому что я поступила, получается, на второй курс, но у меня было много кредитов из комьюнити-колледжа, из университета в Минске, поэтому у меня было больше времени взять какие-то дополнительные предметы, и таким образом я получила дополнительную специальность. Ну, текстильная программа считается одной из самых сильных вообще в стране, потому что в Филадельфии раньше очень много было фабрик текстиля, и история этого университета очень-очень долгая, несколько столетий. Наверное, мне нравится прикладной аспект этого, вот именно работа на станке. Вот именно этот процесс создания чего-то. Ну, я, в принципе, промышленный дизайнер, поэтому я в любом случае создаю что-то и строю постоянно какие-то прототипы, придумываю какие-то объекты, но здесь именно вот этот процесс медленный, укаивающий, и потом в конце концов ты получаешь этот кусок ткани, вот именно это наслаждение от изготовления. Ты общаешься с учителями на другом уровне. Есть какие-то мероприятия вне curricula, в которых ты участвуешь с учителями, ходишь на выставки. Я, в принципе, после выпуска я стала работать с моим бывшим учителем. То есть мне даже не нужно было искать работу, я просто-напросто попала к ней. Текстиль востребован будет всегда, потому что всем всегда нужно одеваться, и он используется совершенно в разных сферах. В Филадельфии я знаю, что Jefferson работает с компаниями, у которых headquarters в Филадельфии. Это Urban Outfitters, Free People, Anthropology, и очень много выпускников идут работать туда. Также Jefferson University, у них есть контакты с производителями обуви, как Nike, Adidas, и туда студенты идут работать. Чем хорошо образование в Штатах, что вот эта вот коллаборация между учителями и
профессионалами в сфере, она постоянно происходит. Очень часто учителя приходят преподавать только на семестр или два. На самом деле они работают в сфере. И проводятся конкурсы какие-то, и ты начинаешь пробовать себя в той или иной сфере, и ты налаживаешь контакты, и таким образом ты находишь работу, иногда даже не ходя на интервью, а просто за счет того, что ты участвуешь. Таша, Сергей, давайте попробуем сформулировать короткий, емкий и полезный совет тем, кто хочет поступать на творческие направления. На самом деле, я думаю, что нужно понимать, что вот эти годы учебы, они будут невероятно счастливыми, они будут творческими, это будут годы поиска, самореализации, понимания вообще себя как творца. Но надо никогда не забывать, что потом, если это связано с текстильным дизайном, с фэшн-дизайном, помимо того, что ты должен быть творческим человеком, уметь творить, ты еще должен понимать, очень утилитарно. Вот это я, давайте, на себя даже проецирую, что это все должны люди покупать, носить, использовать и потреблять. Поэтому, конечно, творческие вот эти внутреннее развитие — это прекрасно, но никогда не нужно забывать о людях, о клиентах, о аудитории, для кого ты это делаешь, для кого ты это создаешь. А вообще профессия, конечно, замечательная. Эта профессия точно будет востребована в будущем, потому что не зря сейчас говорят, что кругом будет огромное количество робототехники, уйдет много в, скажем так, технический прогресс, уйдет многих заменит роботы, но творческих людей, которые создают, людей, которые креативят, людей, которые рождают что-то новое, их невозможно будет заменить. Поэтому это, безусловно, перспективные специальности. Но, повторюсь, с чего я начала, учите языки для того, чтобы была возможность учиться и у нас, и там, чтобы расширять горизонты, получать более объемное образование. А какой был вопрос? Как в начале я, да. Ну, в общем, я бы, честно говоря, порекомендовал бы, зная, какая она молодежь сегодняшняя, протестировать себя, прям чистые какие-то психологические тесты на то, чтобы понять, кто я. Потому что они сегодня не могут до 30-35 лет определиться, чем им заниматься, что их и что не их. Поэтому начинаем с тестов, вот, потом, у специалистов. Вот, потом я, наверное, порекомендовал бы найти того наставника и тех наставников, то есть у кого учиться. Чему, это понятно, да, у кого. То есть чей пример тебя вдохновляет. Тот человек, которому ты веришь. Ты должен стать не хуже, чем он, а лучше. Превзойти, да. У меня в свое время был такой Вячеслав Михайлович Зайцев, примером таким, да, поэтому я хотел быть как Зайцев. Вот стараюсь до сих пор. И, наверное, третий совет — это быть все-таки образованным человеком в области искусства, иметь вот этот кругозор. То есть не только путешествовать, что сегодня так всем доступно, но и посещать все возможные выставки от современного искусства до прям вот не бояться летать во все эти галереи, не просто на море во Флоренцию, а вот прям, чтобы прям по всем музеям, да? Пройти, развивать вкус, ты имеешь в виду. Вот эту информацию как бы в себя впитать, потому что только трансформировав ее, можно изобрести что-то новое. А основная цель все-таки дизайнера, художника, вот по-настоящему художника, это все-таки дать что-то людям новое. И это делает и тебя счастливым, и людей вокруг. Говоря об опыте, в одном из наших предыдущих эфиров Катя Федорова говорила о том, что обучение за рубежом ценно не только и не столько самим контентом этого обучения, сколько тем опытом, который вы получаете. Поэтому с нами на связи Анжелика Челышева, региональный менеджер по России INTO University Partnerships, группа, в которую входит Jefferson University, и Алекс Фицнер, региональный директор Cats Colleges, который является представителем CSVPA. Анжелика, Александр, вы с нами? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попробуем коротко рассказать нашей аудитории, как поступить в университет Джефферсона и в CSVPA. Анжелика, давайте с вас начнем, из Jefferson University.
Да, конечно, давайте начнем с меня. Ну, на самом деле это не так сложно, как кажется иногда студентам на первый взгляд. Студенты поступают и на бакалавриат, и на программу магистратуры на основании, в первую очередь, своего среднего балла, GPA. Считаются все оценки, достаточно распространенный вопрос от студентов, на основании чего все-таки происходит зачисление. Имеет значение все академические дисциплины, и также студенту необходимо подтвердить уровень английского языка. В обычное время это, конечно, наши стандартные тесты TOEFL, IELTS, но помимо этого сейчас, конечно, есть определенная гибкость, и принимаются многие экзамены. У нас есть, допустим, наши внутренние тесты, которые можно провести, организовать для студентов, и распространенный тест Duolingo, который сейчас очень популярен у многих учебных заведений. Также, если мы говорим про зачисление на программу магистратуры, здесь, конечно, уже требуется более расширенный пакет документов. Это могут быть и рекомендательные письма, и CV, подтверждение прохождения каких-то стажировок, опыта работы и творческое портфолио. В целом, это основные документы, основные требования для зачисления. Важно также отметить, что в американских университетах достаточно гибкие даты начала, то есть не всегда студенты должны приехать именно к осени и начать свой учебный год. В принципе, это возможно и зимой в январе, и также есть даты начала и весной. В целом, наверное, это все основные. Да, спасибо большое. Алекс, давайте теперь поговорим про поступление в CSVPA. С удовольствием. Значит, в контексте нашей сегодняшней беседы в школе программы всего две. Это бакалавриат и магистратура. И критерий для поступления тоже два. Это уровень языка, который для бакалавриата требуется на уровне 5,5, для магистратуры на уровне 6,5, и портфолио, которое для бакалавриата требуется на уровне хорошем, а для магистратуры на очень хорошем. Если выходить немножко за рамки нашей беседы и немножко вспомнить о том, о чем говорили наши уважаемые гости сегодня, если вдруг существует на свете такая молодежь, которая к 10 классу уже все про себя поняла и страдает от классической формы обучения в средней школе, у нас есть программа и для студентов 16 лет, которые в российском образовательном сегменте закончили бы 10 класс. Скорее всего, для них есть специализированная программа, которая, собственно, является эквивалентом окончания средней школы в Великобритании, которая ведет в дальнейшем на бакалавриат. Спасибо. У нас осталось немного времени для двух вопросов, которые пришли от нашей аудитории. Сергей, первый вопрос хотела бы адресовать вам. Вы говорите, что хорошо учиться в России, но к вам на магистратуру не попасть. Где еще учиться? Ну почему не попасть-то? Все равно выбираю лучших из лучших. А потом магистратура — это все-таки некая ступень. В Москве есть прекрасные там техникумы легкой промышленности. И если ты креативный человек, ты, получив те знания, вот такие прям прикладные, ты можешь проявиться как бы креативно и сам, добирая курсами иностранных школ или многочисленными российскими. Вот, поэтому я бы всем рекомендовал начинать вот прям с каких-то вот азов. Есть первый Московский образовательный колледж, который тоже специальность дизайн. Опять же, там работают креативные люди, там прекрасные, красивые там мастерские, с которыми можно. То есть нужно с чего-то начинать. Такого, ну как бы его мало, но оно есть. Его мало. Это вот ты правильно сказал. Его мало. Но есть. Даша, вопрос к вам. Вы рассказывали о таких учебных заведениях, как МГУТ и РГУ Косыгина в Москве. А какие другие заведения по профилю текстиля и дизайна можно выделить?
Если говорить про Москву, то я вот как раз радею за этих двух мастодонтов от индустрии. Это будут это как раз вот где я училась, Государственная академия легкой промышленности, сейчас это Московский государственный университет дизайна и технологий, либо Косыгинский, где преподают Текстильная академия Косыгина, где как раз преподают Сережа. Если говорить про серьезное образование в сфере дизайна, в сфере моделирования, я абсолютно убеждена, что туда. Безусловно, есть какие-то, наверное, небольшие частные школы, которые готовят, но я просто точно уверена, что 4-5 лет не готовят нигде. Вот так вот азам профессии, проводя от начальной точки до пика, не научат нигде. Поэтому реально готовьтесь, занимайтесь рисунком, живописью, композицией, поступайте, да, готовьтесь. То есть в эти вузы действительно есть еще Суриковский, Строгановский, но это художники именно, не надо путать. А всегда в текстильный и в университет дизайна всегда было не просто поступить, надо готовиться по творческим специальностям, заниматься. Рисунок, живопись, композиция, сдавать, поступать и учиться. Это такая, в общем, это прям профессия. Поэтому я все-таки за эти два заведения. Еще один вопрос Marcia Weiss. Marcia, which is a better option in textile design now, interior design or fashion design? That's a great question, and I think the answer is a student needs to follow what their first love is. We certainly see the home interiors business is so strong partly because of the pandemic, and fashion is a little bit softer. But I believe that students need to pursue what they love, and if we as faculty have helped them identify the path that they love, then we've done our job. So I don't think it's one or the other. I think it's what a student needs to do to really pursue their passion. И еще один вопрос, на который мы успеваем ответить про CSVPA. Алекс, к вам. Насколько сложно россиянам учиться в таком креативном вузе, как CSVPA? Нужно ли быть суперталантливым? Это точно поможет. В любом случае, как видно из наших вступительных требований, талант решает, потому как для нас главным критерием является, собственно, портфолио. Если речь идет конкретно о русских студентах русскоязычных, во-первых, у нас есть отличный компонент, встроенный в школу, который решает проблему языка. То есть мы язык преподаем и в течение обучения, и до, если необходимо. И, собственно, русский у нас присутствует на всем протяжении от зачисления до обучения. Но у нас есть и результаты из России очень хорошие. Например, одна из, имя не буду называть, она дочь известных родителей, но стала лучшим британским юным иллюстратором благодаря обучению в CSVPA студенточка. Поэтому да, у нас есть хорошие результаты среди русскоязычных студентов. Есть чем похвастаться. And a really great question that has come for Holly, and I think it would be just a good one to finish with. So Holly, how and who can succeed in fashion design? Anybody. Anybody with ideas, anybody with a passion for the subject. I think the main thing is within the industry to really enjoy what you do. That always shows in people's work. I think anyone that enjoys challenging the boundaries and challenging what exists already within the industry, there's always a place for that. But I think anyone that just really is excited by fashion and textiles and wants to project their own personal point of view from a design perspective as well, it's important to have your own standpoint and to know that there's a creative voice within you that is important to unleash as well. Much. Если мы не успели ответить на какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим в комментариях под записью этого эфира. Он будет доступен на нашем канале в YouTube. На следующей неделе у нас пройдет эфир, посвященный архитектуре. Мы обсудим, чем обучение архитектуре отличается в России, США, Великобритании и как выбирать себе университет. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за нашими эфирами. Спасибо, что были с нами сегодня. До свидания.